Всем привет! Меня зовут Диана, Behead Handmade. И это мой новый видеоурок, в котором вы научитесь вязать вот такую вот пушистую елочку. Вяжется она вытянутыми петлями. Вот так вот она выглядит снизу. То есть у нас елочка внутри полая, но закрытая со всех сторон. Я буду вязать из трикотажной пряжи стандартной толщины 7-9 мм. Но вы, конечно, можете связать ее из любой пряжи, которая у вас есть или которая вам нравится. Давайте начнем. Для ее вязания нам понадобится трикотажная пряжа стандартной ширины. У меня пряжа-нитка, цвет зеленый. Моя пряжа изнаночная, поэтому я буду вязать крючком 7 мм. Если у вас пряжа лицевой нарезки, возьмите крючок 8 мм. Изнаночная пряжа обычно сильнее тянется, чем лицевая, и поэтому больше истончается. Также нужна будет игла для трикотажной пряжи, для того, чтобы спрятать кончики, маркер и ножницы. Для начала мы свяжем дно для нашей елочки. Дно у нас будет круглое, поэтому сейчас мы будем вязать круг. Дно елки мы будем вязать узором галочки, для того, чтобы оно было более плотное и наша елочка была устойчивой. Круг начинаем с кольца амигуруми. Вот таким образом перекрещиваем нити на руке, заводим крючок в кольцо, захватываем рабочую нить и провязываем начальную петельку. Мы с вами сделали кольцо амигуруми. Теперь в это колечко нам нужно провязать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем кольцо и теперь будем соединять первый ряд. Немножечко посильнее вытягиваем петельку, которая у нас на крючке. Теперь заводим крючок сзади под последнюю петлю, вот таким вот образом. Накидываем эту петельку на крючок и пропускаем ее назад. Дальше провязываем петельку. Здесь ищем последнюю галочку, заводим в нее крючок вместе с этой петелькой. Снова захватываем рабочую нить, вытягиваем, вытаскиваем крючок, переставляем его вот таким образом с лица и протягиваем заднюю петельку через переднюю. Мы с вами соединили первый ряд. Во втором ряду мы будем каждый столбик предыдущего ряда удваивать, то есть будем провязывать в него прибавки. Вот эту вот ниточку, которая у нас сзади хвостик торчит, можно его сделать покороче. И мы его будем сразу ввязывать. Кладем его вот так вот на петельки и ввязываем. Итак, для того, чтобы связать круг узором галочки, нам нужно вставлять крючок не под обе вот эти вот петельки, как мы вяжем обычные столбики без накида, а между вот этими двумя петельками мы находим галочку. То есть как бы вставляем крючок между перемычками вертикальными, вот, между этими двумя петлями. Вставляем сюда крючок, и сзади он выходит также между двух перемычек и под вот этой вот горизонтальной перемычкой. Крючок у нас вышел. Эту ниточку мы будем ввязывать. Захватываем рабочую нить и провязываем первый столбик. Теперь сюда же провязываем еще один столбик. Таким образом мы с вами делаем
прибавку. Удвоили первую петлю, идем в следующую галочку между двух петелек. Сзади также между двух перемычек выходит у нас крючок. Захватываем рабочую нить. И провязываем петлю, столбик без накида. Провязываем сюда еще один. Всего у нас в этом ряду должно получиться уже 12 столбиков без накида. Особенность пластиковых крючков то, что они вот так вот поскрипывают при вязании. Третью петельку удвоили. Идем дальше. Четвертую. Пятую. И здесь в самом начале у нас уже одна петелька есть, поэтому мы провязываем еще одну петельку и посчитаем, чтобы не сбиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петелек у нас получилось в этом ряду. И теперь второй ряд соединяем. Заводим крючок с изнанки, захватываем нитку, вытягиваем, провязываем. Дальше вот сюда, вот в эту галочку заводим крючок. Снова захватываем рабочую нить, вытягиваем, меняем крючок, да, переставляем его сзади вот сюда наперед, заходим в первую петельку, во вторую и протягиваем вторую через первую. Эту петельку немножечко подтягиваем. Мы с вами провязали второй ряд. В третьем ряду мы будем чередовать прибавки с одной одиночной петелькой. Провязываем в первую галочку прибавку, то есть 2 столбика без накида, 1 и 2. Следующую галочку провязываем одиночный столбик без накида, снова прибавка, одиночный столбик, прибавка, одиночный столбик, прибавка, одиночный столбик, снова прибавка, одиночный, и прибавка. В
третьем ряду у нас получается 18 столбиков без накида. Ряд у нас начался с одиночной петли, закончился прибавкой. Снова соединяем. Вы можете соединять круг так, как вы привыкли. Для этого есть много способов разных. Я вам показываю один из бесшовных методов соединения. Провязали 3 ряда. В четвертом ряду между прибавками у нас уже будет по 2 одиночных столбика без накида. Для того, чтобы наш круг был ровный, прибавки нужно делать в шахматном порядке, то есть не друг над другом. Поэтому здесь у нас начинался ряд, мы видим, с прибавки. Сюда мы провяжем 2 одиночных столбика без накида. Один. И сразу же второй. Не в эту петельку, а в каждую из предыдущего ряда. Дальше в предыдущем ряду, в третьем, у нас была одиночная петелька. Мы в нее провяжем прибавку. Дальше снова идут прибавки. Мы сюда провязываем 2 одиночных столбика без накида. В одиночную прибавку. И так будем чередовать до конца четвертого ряда. Прибавки чередуем с 2 одиночными столбиками. В четвертом ряду у нас должно получиться 24 столбика без накида. И в самом конце у нас была одна петелька, начинался ряд вот с этой вот петли, начальная петля. И сюда мы провязываем еще одну петельку для того, чтобы сделать прибавку последнюю. Дальше соединяем ряд. Петельку подтягиваем. И нам осталось связать еще всего лишь один ряд, для того, чтобы у нас получилось 30 столбиков без накида вот здесь вот по краям. Это уже будет 5-й ряд. И здесь мы будем чередовать прибавки с 3 одиночными петельками. Провяжем прибавку. Дальше 3 одиночные петельки. Снова прибавка. Прибавки у нас попадают на одиночные петельки из предыдущего ряда.
3 одиночные петельки. Снова прибавка. Три одиночные. И так вяжем до конца 5-го ряда. И мы подошли к концу 5-го ряда. В самом начале у нас уже одна петелька была, поэтому в конце мы провязываем еще 2 столбика без накида. 1 и 2. Соединим ряд. И теперь следующим этапом нам нужно наш круг отпарить. Кладем нашу заготовку между 2 слоев полотенца и проходимся сверху утюгом с паром. Хорошенечко проглаживаем с одной и с другой стороны и ждем, пока она полностью у нас просохнет. Итак, мы отпарили круг, он у нас полностью высох. И сейчас мы будем уже поднимать стенки елочки. Вот эту первую петельку мы оставим вот в таком виде. Елочку будем вязать вытянутыми петлями. Первый ряд провязываем просто столбики без накида. Здесь уже мы будем вязать не узором галочки, а просто столбиками без накида. И будем вязать нашу елочку по спирали. Для того, чтобы у нас она была более устойчивая, первый ряд будем вязать вот за эти вот перемычки, которые у нас позади косичек. Итак, для того, чтобы не потерять первую петельку, на первую провязанную петельку мы будем вешать маркер. Либо просто петельки считайте. Как будем вязать вытянутые петли? Заводим палец под рабочую нить, вот таким вот образом. Ее вытягиваем. И вводим крючок в первую петлю под перемычку. Дальше захватываем рабочую нить и провязываем, как обычно, столбик без накида. Дальше снова делаем петельку, захватываем рабочую нить, делаем из нее петельку из рабочей нити вот таким образом. И идем в следующую петельку. Захватываем рабочую нить. Эту петельку продолжаем держать для того, чтобы она у нас не утягивалась назад. И провязываем столбик без накида. Идем дальше. И здесь мы провязываем 30 столбиков без накида. Давайте довяжем до конца первый ряд стенок елочки.
Здесь мы уже никакие прибавки не делаем, и наши стенки за счет этого поднимаются. То есть провязываем по одному столбику без накида в каждый столбик предыдущего ряда, ну, получается, дна нашей елочки. И вот я дошла до конца и провязываю последнюю 30-ю петельку в этом ряду. Здесь можно вот так ниточки захватить и перемычку. Провязала. Первый ряд у нас закончен. Вот так вот получается. Это получается дно. Елочка у нас будет стоять вот таким вот образом. Елка имеет у нас конусообразную форму. Поэтому, начиная со второго ряда, мы будем делать убавки. В каждом ряду мы будем делать по 5 убавок. Сейчас у нас с вами 30 петелек и 30 вот этих вот вытянутых петель. Поэтому во втором ряду мы будем провязывать 4 петли и следующие 2 петельки будем убавлять. В итоге в следующем ряду у нас уже получится не 30, а 25 петель. Итак, для того, чтобы нам не запутаться, мы будем на первую петельку ставить маркер. Как я уже говорила, мы елочку будем вязать по спирали. То есть здесь мы уже не будем соединять ряды. Начинаем просто вязать вот со следующей петельки. Крючок будем вводить уже вот по 2 петельки, как мы обычно вяжем в столбике без накида. Во втором ряду принцип вывязывания вытянутых петель будет несколько другой. Первый ряд мы вязали по-другому, потому что мы захватывали перемычки. В перемычку второй раз войти крючком достаточно сложно. Здесь будет принцип чуть-чуть другой, для того, чтобы у нас петельки вот таким вот образом не тянули вот эти петли, которые мы провязываем. Вот видите, они немножечко тянут. И из-за этого вот эти петли у вас ослабевают в процессе вязания. Сейчас мы будем вязать по-другому. Первую петельку провязываем. Сейчас будем провязывать уже крючок, вводя под 2 косички, под 2 вот эти вот перемычки. И вводим крючок под косички, захватываем сначала рабочую нить. Теперь делаем петельку и снова вводим крючок в эту же самую петлю. Снова захватываем рабочую нить. Теперь у нас 3 петельки на крючке. Захватываем рабочую нить и провязываем все эти 3 петли. И таким образом у нас уже вот эта петля ничего не тянет, и она сама никуда не убежит, не утянется, не станет у вас меньше, и не вытянет она вот эту вот петельку, которая у нас идет вот здесь вот, да, по верху петель. Провязали первую петельку. Ставим на нее маркер. В этом ряду мы будем чередовать 4 одиночные петельки, будем провязывать 4 петли и затем делать убавку. Итак, мы провязали один столбик, одну петельку сделали вытянутую, делаем вторую. Заходим крючком, захватываем нитку рабочую, делаем петельку, стараемся
укладывать пряжу таким образом, чтобы она у нас была лицевой стороной, петельки формировались. Дальше снова заходим в эту же петлю, вытягиваем нитку и протягиваем рабочую нить через 3 петли на крючке. И еще провязываем 2 петли таким образом. Так, это третья. И четвертую. И дальше будем делать убавку. Убавку делаем таким образом. Заходим в первую петельку крючком, захватываем нитку. Дальше делаем петельку. Держим ее. Теперь заходим снова в эту же петельку. Вот таким образом. Под одну перемычку. Сразу же заходим в следующую под одну перемычку. Вот так. Захватываем рабочую нить, протягиваем через эти 2 петли на крючке. У нас снова на крючке 3 петельки. И их провязываем. Мы с вами сделали убавку. Из 2 петель провязали одну. Идем дальше. Снова провязываем 4 петельки. Захватываем рабочую нить. Делаем петельку. Снова ее сюда провязываем. Захватываем рабочую нить. Делаем петельку. Заходим сюда же, провязываем. Три. Четыре. И снова делаем убавку. Захватываем рабочую нить, делаем петельку, заходим в эту же петельку под одну, следующую тоже под одну, захватываем рабочую нить, провязываем через эти 2 петельки. У нас 3 петли на крючке, захватываем рабочую нить, провязываем 3 петли на крючке. Дальше снова 4 столбика провязываем. Здесь не путайтесь, вот это у нас петелька, которую мы с вами убавили. Идем в следующую. Один. Два. Три. Четыре. Убавка. Такой звук, как будто снег хрустит под ногами. Дальше снова 4 петельки. Один. Два.
3, 4, убавка, 4. Нам осталось провязать 4 последние петельки в этом ряду, во втором ряду на стенках. Давайте их провяжем и сделать убавки в конце. 1, 2, 3, 4. И делаем последнюю убавку в этом ряду. Мы с вами закончили второй ряд. Следующие 2 ряда будем вязать без убавок. То есть это получается 3-й и 4-й ряд мы вяжем без убавок. В каждом, в 3-м и 4-м ряду у нас будет по 25 петель. Поэтому можете посчитать просто, если вы не ставите маркер, связать 50 петелек. Я поставлю маркер для наглядности. Итак, вяжем 2 ряда подряд без убавок, не соединяя ряды. Мы вяжем, еще раз повторю, елочку по спирали. Два ряда по 25 петель. Я закончила 4-й ряд, и теперь в 5-м ряду мы снова будем делать убавки. Теперь уже через 3 петельки. Провязываем первые 3 петельки просто, без убавок. 1. Повесим маркер. 2. 3. Я взяла, кстати, моталку, повесила на нее свой клубочек, так мне вязать удобнее. Если интересно, спрашивайте в комментариях, расскажу, где можно купить и еще получить скидку на нее. Итак, провязали 3 петельки просто одиночные. Теперь делаем убавку. Ничего нового, все точно так же, как мы делали с вами во втором ряду.
И снова провязываем 3 столбика без накида и без убавок. 1, 2, 3. Снова у нас идет убавка. Три петельки провязываем. 1, 2, 3. И вяжем так до конца ряда, через каждые 3 петельки делая убавку. Закончили 5-й ряд с убавками. Он закончился у нас как раз убавкой. И теперь вяжем 6-й и 7-й ряд без убавок. Всего у нас в одном ряду должно получиться 20 петель. То есть мы просто провязываем 40 петель без убавок. Можно ставить маркер, повторюсь, можно просто посчитать 40 петель. И это у нас будет 6-й и 7-й ряд. В 8-м ряду мы снова уже будем делать убавки. Закончили 7-й ряд, 6-й и 7-й мы сейчас провязали с вами без убавок. И начинаем 8-й ряд. В 8-м ряду мы будем провязывать 2 петельки и убавку. То есть чередовать убавку с 2 петельками. То есть убавки мы делаем через каждые 2 ряда. И в каждом последующем ряду с убавками количество петелек между ними уменьшается на 1. Провязали 2 вытянутые петельки и делаем убавку. По желанию елочку можно набить чем-нибудь, например, синтепоном или ватой, для того, чтобы она лучше держала форму. Так, здесь у нас убавка. Заговорилась и хотела провязать обычную петельку. Сделали убавку и снова 2 петельки провязываем. Снова убавка сейчас у нас будет. Две петельки. И довязываем этот ряд до конца. Он у нас по традиции закончится убавкой.
И это был 8-й ряд у нас, ряд с убавками. Дальше 9-й, 10-й ряд вяжем без убавок. Здесь у нас уже получается по 15 петель в каждом ряду. То есть мы провязываем сейчас по 15 петель 2 ряда без убавок, либо просто провязываем 30 петель. Закончили 10-й ряд, и теперь в 11-м ряду мы снова будем делать убавки уже через одну петельку. Провязываем одну петельку вытянутую. Дальше делаем убавку. Снова одну петельку. Дальше убавку. Петельку провязываем. Дальше снова убавку. И так до конца этого 11-го ряда, чередуя убавку и одну петельку. Заканчивается ряд убавкой. Все сложнее и сложнее нам делать убавки. Елочка сужается кверху. И мы закончили 11-й ряд. 12-й и 13-й ряд мы будем вязать без убавок по 10 петель в каждом ряду. Либо просто провязываем 20 петель подряд.
провязали 14 ряд с убавками. У нас здесь 10 петелек, и теперь нам нужно просто их убавить до 5. То есть мы делаем подряд 5 убавок. Да, будет сложно, но нужно постараться это сделать, чтобы уже закончить нашу елочку, ее макушку сформировать красивую. Здесь уже можно захватывать не полностью вот эту вот петельку, а только передние части петель. Один. Два. И сейчас очень постараемся, свяжем 5-ю убавку. Связали. И можно сейчас еще связать один ряд, но давайте мы его свяжем по принципу первого ряда, который мы вязали после дна. То есть мы не будем сначала вытягивать петельку, а будем сразу делать вытянутую петлю. И будем захватывать вот эту вот переднюю только часть косички. Один. Два. Три. Четыре. 5. Я думаю, достаточно. Больше уже макушку делать не нужно. И теперь здесь в самом конце мы провяжем еще 2 столбика, но мы провяжем не столбики без накида, а соединительные столбики. Для того, чтобы нам как бы соединить макушку, сгладить немножечко вот ту ступеньку, которая у нас образуется от того, что мы вяжем по спирали. Итак, мы сделаем сейчас еще одну петлю. Идем в следующую петельку, захватываем и сразу же протягиваем через петельку на крючке. И делаем то же самое еще раз. Находим следующую петельку. Где она у нас? Сейчас мы ее найдем.
вот сюда. И рабочую нить сразу же протягиваем. Последнюю петельку можно вытянуть вот таким образом. Здесь можно сделать еще одну вытянутую петельку, чтобы было у нас красиво. Так, сейчас сделаем. Вот. Также сюда можно будет связать какую-то, например, звездочку и прикрепить ее на макушку. Ниточку отрезаем. Здесь можно вытянуть, вставить нитку в иглу, и сейчас этот кончик просто мы заправим внутрь елочки. Вот можно еще с этой стороны. Вот с этой стороны сделать тоже небольшую петельку. Для того, чтобы макушка у нас не выглядела голой. Вот, сделали еще одну. И теперь эту ниточку пропустим через разные петельки и закрепим. А в конце просто ее пропустим внутрь елочки. Все, этот хвостик можно увести внутрь, там его оставить. У нас получилась вот такая вот симпатичная елочка. Теперь ее можно также отпарить с помощью утюга, не касаясь утюгом или отпаривателем. Можно украсить бусинами, связать небольшую звездочку и пришить ее вот сюда на конец. И радоваться своему творению. Всех с наступающим Новым годом!